29 июня 2003 года из мира профессионального бокса в K1 ворвался король 4-раундовых поединков. Речь идет об Эрике Скотти Эше, имеющего многим известное прозвище Баттербин. Обладая весом в 170 килограммов, при росте всего в 182 сантиметра, Баттербин одержал 58 побед нокаутом почти в каждом своем боксерском поединке. Став королем 4-раундовых боев и завоевав колоссальную популярность на западном телевидении, Баттербин подписал контракт с японской организацией K1, которая тут же свела его с далеко не с самыми слабыми соперниками. И если вы хотите узнать, как прошла карьера Баттербина в кикбоксинге, то заваривайте чай, присаживайтесь поудобнее и готовьтесь к просмотру этого видео. Итак, поехали. Первый поединок. Баттербин против Юсуки Фуджимото. 29 июня 2003 года Эрик дебютировал в K1 в бою против среднего бойца из Японии, Юсуки Фуджимото, подрабатывающего перепарковкой микроавтобусов на штрафстоянку. На первых же секундах поединка Фуджимото вздумал свалить Эрика левым хай-киком, после чего от греха подальше пустился в пляс на дистанции. Пробежав 100-метровку вокруг своего необъятного соперника, Фуджимото нанес Баттербину лоу-кик в бедро, пропустив ответный удар в правое ухо. Оказавшись в нокдауне, Фуджимото отказался от дальнейшего боя, после чего Эрику присудили победу нокаутом в первом же раунде. Спустя 3 месяца любителю бургеров организовали бой с более опасным бойцом, чем Фуджимото. Речь идет о легендарнейшем Майке Бернардо, покинувшего этот мир в 2012 году. Поработав на дистанции с Баттербином первые 30 секунд, Майк пробил жесткий лоу-кик, пропустив при этом тяжелейший удар в туловище. Пробив еще 4 лоу-кика в левое бедро Баттербина, Беручан отправил пришельца из бокса в первый нокдаун. Вставший под отсчет рефери, Баттербин пропускает вертушку в голову, после чего вновь лег от пропущенного лоу-кика. Во втором раунде Беручан продолжил охоту за бедрами необъятного оппонента и, расстреляв ногу Баттербина прицельными лоу-киками, Майк нокаутировал Эрика точным хай-киком в голову. Спустя 6 месяцев Эрик вновь выйдет на поединок по правилам K1 против японского бойца среднего калибра Хироми Амада. Хироми, известный российскому зрителю по поединку с Русланом Караевым, является чемпионом Японии по любительскому боксу. Уступая Эрику в весе на 80 килограммов, Хироми на дистанции расстреливал Баттербина ударами, не оказывавшие на толстячка какого-либо эффекта. Пропустив в ответ лоу-кики и толчок апперкотом в лицо, Химада одержал сомнительную победу решением судей. Спустя 3 месяца Баттербин встретился на ринге с гигантом из Бразилии, Монтаной Сильвой. Японцы вновь устроили цирк на потеху зрителям, сведя на ринге бойцов с общим весом 310 килограммов. Ожидая увидеть кровавую бойню, организаторы K1 получили жестокую реальность, в которой Монтана держался весь бой на дистанции от своего оппонента, изредка атакуя Эрика лоу-киками и фронт-киками. Стоило Эрику войти в ближний бой, и бразилец ростом 225 сантиметров тут же впадал в бегство, опасаясь ударов от катящего на него колобка. Засадив рослому бразильцу немало ударов в голову, Баттербин потерпел несправедливое поражение решением судей, отдавших победу любителю бега по рингу. Спустя год Баттербин принял участие на отборочном турнире K1 Гран-при в Гавайях, встретившись в четвертьфинале с Маркусом Ройстером. Обладая весом в 145 килограммов и ростом в 198 сантиметров, Маркус представлял собой устрашающую гору мышц вперемешку с жиром, который оказался не таким пугающим уже в самом бою. После того, как Баттербин болтанул его в первом же раунде, Маркус подался в бега, спасаясь клинчем от атаковавшего его Эрика. К концу третьего раунда рефери, заколебавшийся разнимать бойцов из клинча, отсчитал Маркусу нокдаун после пропущенного хука слева. Эрик прервал свою полосу неудач из 3 поражений подряд, одержав победу единогласным решением судей. Увы, Баттербин не смог выйти в полуфинал турнира из-за травмы ноги, которую он получил во время нанесения лоу-киков. На следующий поединок по правилам K1 Баттербин вышел лишь через 3 года на отборочном турнире K1 Гран-при в Гавайях. На сей раз соперником Баттербина выступил боец из США Уэсли Каррейра, имевший на момент боя поражение нокаутом известному Гарри Гудриджу. Бой с человеком, обладавшим отрицательным рекордом в кикбоксинге, должен был стать легкой прогулкой для опытнейшего Баттербина. Однако бой сложился совсем иначе для Эрика, растерявшего к 2008 году былую мобильность и силу удара. Отстояв на месте и пропустив удары в первом раунде, Эрик пропускает медленный, но тяжелый хай-кик в голову, который тут же нарушил работу его вестибулярного аппарата.
Эрику, оказавшемуся в горизонтальном положении, тут же отсчитали нокаут, присудив победу более подвижному Уэсли Каррери. Спустя год 43-летний Баттербин проводит последний поединок по правилам K1, сразившись бойцом из Кореи Мун Боламом. Пропустив 7 лоу-киков в левое бедро от Мун Болама, постаревший Баттербин галопом помчался на своего оппонента, отправив его в мир Морфея уже на первой минуте боя. Мун Болама еще долго не могли привести в чувство после нокаута, но Баттербин, получивший награду от симпатичных корейских девушек, по-доброму рассмеялся в камеру и покинул ринг. Так завершилась карьера в профессиональном кикбоксинге одного из самых харизматичных бойцов в истории единоборств, который в последующем ушел с головой в развитие собственного ресторана под незамысловатым названием «Мистер Бинс BBQ». Пожелаем ему удачи в развитии его бизнеса и поблагодарим за поединки в чужих дисциплинах. От вас же я прошу поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Ваши лайки – лучшая награда за мой проделанный для вас труд. Всего хорошего.